Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня хочу сделать вам маленький такой обзор на подъемники на интересную версию Suzuki Skywave 650. Если вы когда-либо интересовались Suzuki Skywave 650 или Burgman 650, то вполне возможно, что на досках объявлений вам когда-то попадались скутеры, про которые было написано «юбилейная версия». К нам как раз в сервис приехал на ремонт вариатора такой скутер. Давайте разберемся, есть ли в нем действительно что-то интересное и чем он отличается от обычной версии. Поехали! Юбилейная версия Suzuki Skywave 650 в России встречается с 2003 годом выпуска в документах. Правда это на самом деле или нет, я точно не знаю, потому что абсолютно у всех этих скутеров под сиденьем наклейка, на которой написано К2. Вполне возможно, что они выпущены где-то в конце 2002 или что-то в этом духе. Также у них у всех 4 болта крепления тормозного диска. Не 5, как должно быть у 2003 года, а 4, как у 2002. Это наводит на определенные размышления. Юбилейная версия имеет несколько отличий от классического Skyway. Она выпущена в честь юбилея компании Suzuki, и сюда добавили несколько интересных фишечек, которых нет больше нигде. И первая фишечка, самая, как я считаю, главная и полезная, это электрозеркала. Они ставились с завода на этот скутер 2002-2003 года выпуска. Я для удобства буду говорить 2003. То есть мы можем это дело проверить. Они у нас здесь работают. Левая работает чуть хуже, чем правая. Но если мы его заведем, то будет пободрее. Все-таки мопеду 20 лет. Заявленный пробег у нас, кстати, 50 940 километров. По симптомам у него порвался ремень вариатора. Понятия не имею, что и как у него внутри. Будем смотреть, будем разбираться. Следующий признак, который отличает юбилейную версию от обычной, это сиденье из натуральной кожи. Оно такое только на юбилейных версиях. Там было несколько вообще разных вариантов сидений у Skywave Burgman'ов, но вот именно такое, как вы сейчас видите на видео, только у юбилейки. Это довольно прикольно, материал приятный на ощупь, но в общем и целом не могу сказать, что в этом есть что-то какое-то особо примечательное. На руле у нас должна быть табличка Anniversary, но, к сожалению, здесь вместо нее установлен пульт музыки, поэтому она не сохранилась на этом скутере. Далее из интересностей у нас буковка S на накладке ветрового стекла, а также надписи Skywave 650 по бокам, не хромированные, как у всех, а немножко такие золотистые. Это довольно-таки любопытно. Также наклейка на заднем пластике, на которой написано Suzuki, имеет золотистый цвет, а не серебристый, как у всех остальных скутеров. Такой вот признак некой элитарности, особенности и редкости. В общем-то и все. Если вы ожидали здесь большой какой-то особенный рассказ, то это не так. Это просто одна из версий, которые можно встретить на рынке. Электрозеркала – это одна из самых нужных и важных опций на 650-ке. И безусловно, если вам предлагают юбилейку с электрозеркалами, ее гораздо лучше взять, чем какой-нибудь аналогичный скутер аналогичных годов выпуска, пустой и без всего. Это самый обычный, как говорят, дизельный мотор, то есть с дизельным звуком. Ничего сверхъестественного в нем нет. Самая обычная рядовая 650-ка. Каких-либо особенностей, связанных с технической частью, у нее нет. По крайней мере, насколько знаю я. Если вы вдруг знаете что-то, чего не знаю я, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если вы где-то видите юбилейная версия, соответственно, вот вся информация, которую вам необходимо знать. Покупать этот скутер или нет, решайте сами. Хочу отдельно остановиться, этой информации вы нигде не найдете, скорее всего. В свое время моя первая 650-ка была юбилейкой. И этот скутер я знал
примерно с 2012 года и по 2022. В 2022 году он был продан, а вот 10 лет я его и сам на нем ездил, и обслуживал его двум разным владельцам помимо меня. То есть он был у меня постоянно на виду. Даже один раз выкупал обратно и перепродавал. Так вот, когда я разобрал первую 650-ку донорскую, году как раз, наверное, в 13 или 14, я интересовался вопросом установки на этот скутер АБС, так как это тоже очень полезная опция. У меня были все запчасти с донора, и меня ждало разочарование, потому что поставить АБС на этот скутер просто так не получится, даже имея все запчасти, блок, проводку, колеса, редуктор, вилку там и так далее. Установка АБС, к сожалению, занятие нецелесообразное, потому что у мопедов без АБС другая рама. Там две трубы расположены по-другому в месте крепления блока АБС. Поэтому либо колхозить и переваривать раму, либо успокоиться и купить себе LX-овый мопед. Что я, кстати, всем рекомендую. Вообще, в принципе, до оснащения всеми этими опциями, такие как электростекло, АБС, оно не целесообразно. То есть, единственное, чем есть смысл какой-то дооснастить ваш мопед, это электрозеркала. Это хоть как-то экономически и практически оправдано. Все остальное, на мой взгляд, игрушки. То есть, целесообразности изобретать велосипед ее нет. Реально дешевле и проще купить заводской, нормальный, сразу готовый мопед. Надеюсь, что кто-то меня услышит, а то постоянно поступают запросы на тему того, что, давай мне найдем комплект электростекла, там, давай это, давай то. Да владельцы мопедов с электростеклом все время ищут этот паук, потому что если попадаешь в ДТП, то его надо менять. Его выправить очень тяжело, чтобы было ровно и красиво. И позиция, в принципе, довольно дефицитная, потому что более свежие мопеды, у которых электростекло, их очень редко разбирают из-за того, что там что-то сломалось. То есть чаще всего они тоже битые в морду. Именно поэтому детали дефицитная. Очень надеюсь, что кому-то будет полезна озвученная информация, потому что когда я сегодня из интереса решил погуглить что-нибудь по словосочетанию Suzuki Skywave 650 Anniversary или Suzuki Skywave 650 юбилейная версия, к сожалению, я не нагуглил примерно ничего, кроме старых объявлений о продаже. Поэтому решил вам немножко рассказать. А с вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Обязательно напишите комментарий под этим видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, а также нажмите на колокольчик уведомления о новых видео, чтобы первыми узнавать о новом, лучшем и интересном. Всем пока!